Майнкрафт — это отличная игра-песочница для всей семьи. Европейская рейтинговая система компьютерных игр разрешила играть в нее детям от 7 лет. В целом, в игре нет ничего страшного. По крайней мере, так думает Европейская рейтинговая система компьютерных игр. Ведь, скорее всего, она не слышала страшные звуки Майнкрафта. Эмбиентные звуки Майнкрафта всегда заставляли людей чувствовать себя некомфортно в той или иной ситуации. Думаю, не раз вы слышали что-то подобное в пещере. Согласен, после этого хочется убедиться, что ты действительно играешь в одиночном мире, и за тобой никто не следит в этих темных подземных шахтах. Со мной переключилась чуток другая история, но она меня очень сильно испугала. Дело в том, что у меня так называемая талассофобия. Очень уж мне страшно купаться в воде, где я не вижу дна. Честное слово, я не знаю, с чем это связано. Понимаю, немного странно слышать этот парня, который любит трезубец и носит подводную маску. Но это действительно так. Конечно же, этот страх не так сильно передается, когда я играю в Майнкрафт. Ведь я знаю, что в воде из страшного меня ждет только утопленник с трезубцем. На хардкоре это действительно опасно. Так вот, в один прекрасный, спокойный и летний субботний вечер я играл в Майнкрафт в одиночном мире. Все было прекрасно, проблем не было. Я построил чудесный домик, покормил песика, погладил кошку, столкнул этого... одним словом, наслаждался игрой. В один момент мне понадобилось немного ламинарий. Уже, честное слово, не понимаю для чего. Я отправился в путешествие в океан, там, где их можно будет найти с лихвой. Все было прекрасно, проблем не возникало. Я добыл нужное мне количество ламинарий и начал сортировать инвентарь, когда услышал его. Сказать, что я испугался? Ничего не сказать! Серьезно, я впервые услышал этот звук несколько лет назад, и вся эта история отложилась у меня в голове до сегодняшнего дня. С того момента, каждый раз, когда я слышу этот звук в игре, у меня идут мурашки по коже. Пожалуй, для меня это один из самых жутких звуков в Майнкрафте. Если вы думаете, что это только один звук в игре настолько странный и загадочный, то вы в корне ошибаетесь. Сегодня мы про них поговорим и выясним, что же это за страшные звуки. Казалось бы, в Майнкрафте существует очень много странных шумов и звуков, но все они делятся ровно на 3 категории. Звуки пещер, подводные звуки, звуки Незера. Если у вас возник вопрос, а где категория звуки Энда, то спешу вас огорчить или обрадовать, пока что в Энде уникальных звуков нет. Это измерение использует эмбиентные звуки пещер, хотя это очень странно. Последние изменения, которые коснулись как раз звуков окружающей среды, были еще 3 года назад. Тогда разработчики как раз добавили звуки для измененного версии 1.16 Незера. Возможно, нас ждет как раз обновление Энда в ближайшем будущем. Пока я писал этот текст, я в голове прокручиваю момент того, как я испугался странного подводного звука. И у меня появилась мысль: напишите в комментариях свою историю, как вы испугались что-то в Майнкрафте. Это не обязательно должен быть звук. В общем и целом, напишите. Мне будет интересно почитать. Скорее всего, я вас очень сильно удивлю, но эти жуткие звуки Майнкрафта можно услышать и даже предугадать, когда они появятся. Дело в том, что в игре есть особый алгоритм, который просчитывает нужное время для того, чтобы напугать вас сильнее. Таким образом, можно понять, что разработчики намеренно создают эти звуки и намеренно пугают игроков в самые неподходящие для этого моменты. Но от этого становится только круче. Как же работает этот алгоритм? Все довольно прозаично. Он носит название алгоритм настроения. Он работает по такому принципу. Атмосферные звуки пещеры будут воспроизводиться от значений вашего настроения. К сожалению, это настроение не считывается из реальной жизни, хотя было бы прикольно. Настроение игрока зависит от того, где игрок находится. Оно будет повышаться, если игрок будет находиться в пещере или темном месте, и понижаться, если наоборот. В этом алгоритме понятие счастья означает меньший процент, а вот плохое настроение достигается высшим значением. То есть, грубо говоря, у нас есть шкала от 0 до 100%. Чем ниже это значение, тем меньше шанс услышать страшные звуки. Когда настроение игрока доходит до 100%, игра случайным образом выбирает звук и, простыми словами, пугает игрока им. Затем значение сбрасывается до 0%, таким образом цикл перезапускается. Чем темнее, тем быстрее эта шкала заполняется. Но важно понимать, что также учитывается количество прозрачных блоков. Чем их больше, тем как бы для игры больше темноты. Это тоже провоцирует заполнение шкалы настроения. К слову, в Java Edition каждый игрок может увидеть эту шкалу настроения в меню отладки. Для этого нужно нажать клавишу F3 и в самом низу с правой стороны найти пункт Sounds, и в самом конце строки в скобках есть значение Mood в процентах. Вы можете спокойно наблюдать за ним в режиме реального времени. Даже советую поэкспериментировать с ним. Если зайдете в пещеру, то шкала начнет очень быстро заполняться. Если подсчитать все, то можно понять, что если игрок будет находиться в полной темноте и вокруг него не будет блоков
блоков света, то каждые 6000 тиков, это 5 минут реального времени, будет воспроизводиться жуткий звук. Все же хочу сперва поговорить про подводные звуки атмосферы, раз я заикнулся про них в самом начале. На всякий случай давайте я уточню, что эмбиентные звуки — это звуки атмосферы, просто правильное название, так что не путайтесь. На момент написания сценария существует 22 уникальных звуков атмосферы. Игрок сможет их услышать в любом биоме, когда его голова находится под водой. Таким образом можно понять, что даже в Энди их можно услышать. Все атмосферные звуки делятся на 4 категории: зацикленность, дополнение к зацикленности, редкое дополнение к зацикленности и ультраредкое дополнение к зацикленности. Но здесь тоже есть небольшая хитрость. Вся редкость, которая указана в категориях, на самом же деле не соответствует действительности. Она преувеличена. Их названия образованы от внутриигровых кодовых имен, поэтому обращать на это особое внимание не нужно. Тот самый звук, который вы слышали в начале ролика, от которого у меня до сих пор мурашки по коже, называется crackles — треск. Он относится к категории редкое дополнение к зацикленности. Честное слово, я подумал, что узнаю больше про этот звук с названия, но название треск ровным счетом мне ничего не дало. Оно мне больше запутало, ведь если послушать его еще раз, у меня складывается впечатление, что кто-то просто стучит из-под дна земли. Это будоражит ум. Затем я решил включить субтитры, подумал, что они могут дать чуть больше информации. Но, как оказалось, в субтитрах значатся только атмосферные звуки пещер, да и с подписью «жуткий шум». Какой-то конкретики нет. Я решил поискать в интернете, но, к сожалению, там тоже не нашел ответов. Единственное предположение от человека заключается в том, что эти звуки на самом деле издает затонувший корабль, то есть от течения он наклоняется и создает такие звуки в реальном мире. Притянуто за уши, я понимаю, но других объяснений у меня нет. Существуют и другие подводные звуки. Например, это звук животного, который, скорее всего, существует в Майнкрафте, раз мы слышим его. Также есть второй звук. Он находится в категории ультраредкие дополнения к зацикленности. На самом деле, я слышу, как будто бы кто-то надкусывает яблоко, но название файла говорит само за себя. Что это за животное? В воде на данный момент у нас только рыба, спруты, аксолотли, стражи, дельфины и утопленники. Они не издают подобные звуки, это что-то другое. Если вас это не смущает, то послушайте вот это и обратите внимание на название. Я ничего не выдумываю, это действительно настоящее название. Звуки китов, но в Майнкрафте их не существует. С этого вытекает два варианта. Они должны появиться в будущем, они уже существовали когда-то в мире Майнкрафта, подобно нюхачам, только вымерли по какой-то неизвестной причине. Условно, нехватка еды, ведь рыба как моб появилась только в 1.13. До этого водный мир был совершенно пуст. Конечно, мы могли рыбачить, но самих мобов в воде нет. Все, что осталось от китов, это их крик, который по сей день разносится эхом по водным глубинам. Вы чего? Спокойно, это ведь обычное предположение. Ничего серьезного. Добавив эту музыку, можно что угодно задвигать, и многие поверят. Существует еще 4 довольно жутких морских звуков. Все они носят название тьма. Как мне кажется, это все те же звуки китов, только с наложенными различными эффектами, которые делают их жуткими. Как раз по четвертому звуку это отчетливо слышно, но на самом деле это замедленный и приглушенный крик Гаста. Но звучит-то как кит, согласитесь. Если говорить про пещерные звуки, то они появились раньше всех. Как я уже говорил ранее, только в этих звуках есть субтитры, которые обозначаются как жуткий шум. Они относятся к каждому из 19 существующих атмосферных звуков пещеры. Их можно услышать в темном месте или пещере, в любом биоме, кроме биомов Незера. Там есть свои особые звуки. Из очень необычных звуков я покажу вам этот. Думаю, каждый из вас его слышал. Его я слышу чаще всего. Так вот, подобно 11-й пластинке, если открыть файл в звуковом редакторе и посмотреть его спектрограмму, можно отчетливо увидеть лицо Крипера. Жутковато, не находите? Также послушайте вот это. У него тоже нет официального описания, но, как по мне, это звуки вагонетки, которая едет по заржавевшим от времени рельсам куда-то вниз. Эхо звучит в пещерах и доносится до нашего уха. На некоторые из звуков были нанесены особые эффекты, как вот, например, на...
Здесь четко можно услышать эффект Доплера. Это такое изменение частоты волны, вызванное перемещением источника или приемника, который его регистрирует. Он прекрасно показан как раз на этом GIF-изображении. Если говорить про Nether, то у него крайне много звуков. Больше всех. Целых 126 различных атмосферных звуков. Сразу уточню, в каждом биоме играют разные звуки, но все же разработчики немного схитрили. Это неплохо, просто очень забавно. Например... Я продемонстрировал вам всего один, но каждый из 5 звуков — это смесь звуков ванильного эндермена, а также эндермена из игры Minecraft Dungeons. Если прислушаться очень внимательно, то можно услышать крик эндермена, но он замедленный и его пустили в обратном направлении. Самой большой хохмой для меня было следующее. Надеюсь, вы уже смогли догадаться, что это всего лишь звук обычной ванильной ведьмы, только звук замедлили и добавили ему реверберацию. Если мы отправимся в биом базальтовых дельт, то иногда там можно услышать что-то подобное. Да, в названии сказано, что это клики базальтовых дельт, но вот лично мне это 100% напоминает только одно — счетчик Гейгера. Это особый детектор радиоактивного излучения. Если вы играли в игры Stalker или Metro, то думаю, вы прекрасно слышали это потрескивание в зонах с повышенной радиацией. С этого можем сделать вывод, что биом базальтовых дельт очень токсичное и опасное место. Мы можем только думать и гадать, для чего Сэмюэль Оберг решил добавить их в игру, и только в базальтовые дельты. В других биомах эти звуки невозможно услышать. Очень надеюсь, что в скором времени нам добавят новые жуткие звуки, и возможно даже появятся уникальные звуки для энда. К слову, жуткие звуки касаются не только атмосферы, есть еще звуки мобов. Лично для меня существует два таких. Первый я могу услышать опять же в воде, если близко подплыву к океанскому монументу. Тогда ни с того ни с сего появится вот это. Для меня это всегда чистый скример. Джеб в прямом смысле добавил скример в игру. Он так и планировал. Стражи и монумент — это его рук дело. Иногда скример этот можно поймать, находясь в пещере. Только представьте этот ужас, когда вы исследуете темную пещеру, подходите достаточно близко к поверхности, слышите и видите вот это. Это же тотальный ужас. Можно запросто построить кирпичный дом. Самое забавное, что иногда даже подплыв впритык к монументу, скример не активируется. Проходит какое-то количество времени, пока игра решит его вам показать. Вот это тоже не шибко приятная вещь, когда ты знаешь, что скример должен появиться, но когда именно, к сожалению, нет. Второй — это крик эндермена. Сколько раз я на него не смотрел, сколько бы раз я не слышал этот звук, каждый раз, когда он начинает кричать, мне становится страшно. Ладони потеют и учащается сердцебиение. Этот звук, он заставляет тебя паниковать и убегать. Пишите в комментариях звуки, которые напугали или до сих пор пугают вас. Подписывайтесь на канал, заходите в Telegram, ставьте лайки и жмите колокольчик. Еще услышимся!